Привет, народ! Вы на Bad Polygon, и у нас очередной шедевр от CGBoost.com. Согласно статистике, скульптинг и Hard Surface моделирование в Blender — это как раз то, что больше всего интересует аудиторию моего канала. Хотя, скорее всего, не только моего канала. Поэтому я думаю, что этот урок вам обязательно понравится. Окей, ссылки на видео от автора и на мои соцсети в описании. Так что пальцы вверх, подписывайтесь и смотрим урок. Всем привет, с вами Зак Рейнхард на CGBoost.com, и в этом видео мы узнаем, как создать высококачественную модель в Blender, используя некоторые из новых функций скульптинга, начиная с этой простой базовой сетки и заканчивая окончательным результатом. Это видео рабочего процесса с множеством полезных советов, и урок скорее больше подходит для опытных пользователей, которые уже немного знакомы с Blender и инструментами скульптинга, но, конечно же, он может также служить источником вдохновения для всех. Если вы совершенно новичок в скульптинге Blender и хотите изучить основы и быстро выйти на приличный уровень, то в настоящее время я обновляю свой курс по скульптингу в Blender, последней версии Blender, то есть я по сути воссоздаю его с нуля, с новыми уроками и главами. Первые обновленные главы уже вышли и скоро появятся еще. И если у вас уже есть курс, то все обновления вы получите бесплатно. Перейдите по ссылке в описании видео, чтобы узнать больше. Для лепки этого существа в этом видео я использую графический планшет. В моем случае это Wacom Intuos Pro M. И если вас интересуют технические характеристики моей системы, они есть в описании ниже. Кроме того, вы можете загрузить файлы проекта из этого видео и наш регулярно обновляемый PDF-файл с хоткеями для Blender, включая все важные хоткеи для режима скульптинга в нашем разделе ресурсов на cgboost.com Resources. Ссылка, как всегда, есть в описании видео, и для регистрации требуется email. Это видео немного длиннее обычного, поэтому в описании есть временные метки, если вдруг вы захотите перейти к определенному разделу. А теперь без лишних слов приступим. Итак, приступим к лепке чего-нибудь. Но чего? Вообще-то я понятия не имею. Окей, давайте просто украдем какие-то идеи у других художников умным способом. Давайте-ка поищем существ. Существ всегда приятно лепить, потому что мы можем быть более креативными, и нам не нужно быть экспертами по анатомии. Давайте, к примеру, зайдем на artstation.com, возьмем несколько прикольных существ у других художников и поместим их сюда, в PureRef. PureRef, если вы не знаете, это отличный инструмент, позволяющий быстро собрать несколько примеров изображений для вашего творчества. Кстати, вы можете бесплатно скачать PureRef. Просто зайдите на pureref.com, нажмите «Загрузить» и выберите свою платформу. Здесь просто перейдите к произвольной сумме и введите 0. Тогда вы сможете скачать его бесплатно. Конечно, так как это отличный инструмент, возможно, вы захотите пожертвовать что-нибудь в поддержку создателей. Теперь, имея под рукой несколько интересных примеров, я не буду просто дублировать одно из этих изображений. Если вы совсем не чувствуете себя креативным, вы, конечно, можете это сделать, но тогда советую спросить разрешение у автора. В моем случае я хочу почерпнуть вдохновение у некоторых из этих существ и переделать их в свою идею. Для этого вы можете сделать уродливый набросок, если хотите, но в этом нет необходимости, потому что мы можем создать наш эскиз уже в 3D при создании базовой сетки. Тем не менее, все же хорошо взглянуть на примеры и выбрать какие-то части из этих существ, которые нам нравятся. Например, мне очень понравилось вот это существо с большим клювом. У этого существа мне нравятся тонкие плечи и большие передние лапы. На этом существе мне понравились рога. Здесь мне понравилась общая поза существа, которую я хотел бы воссоздать. У этих двух существ мне, например, нравятся ноги и ступни. И здесь я почерпнул вдохновение для хвоста. И в конце концов, я также хочу одеть это существо, так что у меня есть референсы еще и на это. А теперь, имея под рукой все референсы и примерное представление о том, что мы хотим создать, давайте перейдем в Blender. Итак, открыв референс на моем втором экране, давайте запустим Blender. Я использую альфа-версию Blender 2.9.3, которая дает некоторые дополнительные возможности. Ссылку на скачивание этой сборки я оставлю в описании видео. В Blender я начинаю с рабочей области скульптинга. Эта рабочая область открывается сразу же в режиме скульптинга с квад-сферой для лепки, но использовать ее в нашем случае мы не будем. Но мы пока ставим ее и останемся в режиме скульпт. Во-первых, нам нужна правильная базовая сетка, особенно если мы создаем сложную форму, как в нашем случае. А базовая сетка определяет основные формы, которые помогают нам быстро корректировать пропорции, не вдаваясь в детали. Давайте сделаем это с помощью новой функции Instrumental Lasso Trim. Здесь внизу кликните левой кнопкой мыши и, удерживая инструмент Box Trim, выберите Lasso Trim. Основная цель этого инструмента — вырезать геометрию, но еще мы можем использовать его для создания новой геометрии. Итак, здесь в настройках инструмента давайте изменим Trim Mode на Join, а ориентацию формы
формы оставим на View и включим Use Cursor for Depth. Теперь это позволит нам рисовать фигуры с нашего обзора и сгенерирует фигуру толщиной в радиус кисти. Вот почему мы включили Use Cursor for Depth. В противном случае он создаст такие сверхдлинные и толстые формы. И параметр Join в Trim Mode, который мы включили, добавляет новые формы внутри одного и того же объекта, которым в данном случае является сфера, поскольку в настоящее время мы находимся в режиме скульптинга для этой сферы. Итак, сделайте радиус немного меньше, нажав F. Затем убедитесь, что X-симметрия включена, чтобы все, что мы рисовали, зеркально отражалось. Это значительно упростит нашу жизнь. И теперь мы начинаем рисовать простые формы для всех основных форм тела. Перейдем к виду сбоку и начнем с головы и клюва. Не волнуйтесь, если что-то расположено в пространстве немного странно. Мы подправим это позже. Но помните, что мы рисуем фигуры с нашего обзора, поэтому при необходимости скорректируйте его. Измените радиус кисти, чтобы сделать форму толще или тоньше. Кроме того, не забывайте про референсы и попытайтесь создать простые формы частей, которые вы хотите включить в свою скульптуру. Но здесь еще есть эта четырехугольная сфера. Давайте избавимся от нее, нажав на инструмент Edit Face Set и изменим режим на Delete Geometry. Обратите внимание, что каждая нарисованная нами фигура имеет разный цвет. Это значит, что каждой фигуре был применен новый набор граней. Набор граней — это что-то вроде маски или группы граней, которые позволяют нам скрыть определенные части сетки или изолировать части сетки для определенных действий, таких как здесь, удаление геометрии. Итак, просто нажмите на эту четырехугольную сферу, и она исчезнет навсегда. Теперь вернемся к инструменту Lasso Trim и нарисуем остальные фигуры. Не забудьте изменить вид, чтобы нарисовать руки и ноги. Вы привыкнете к смене проекции, когда немного поиграете с этим инструментом. Здесь я также нарисую пальцы рук и ног, но просто для референса. Позже, в процессе лепки, я заменю их подходящими объектами. Итак, теперь все фигуры нарисованы, и это то, что у нас есть. Неплохо выглядит, но все же немного странно с этими двумя хвостами и сливающимися друг с другом рогами. Поэтому давайте немного подправим это. Для этого давайте поднимемся сюда и добавим рабочее пространство Layout. И мы автоматически переключимся на него. Теперь мы в объектном режиме. И все элементы, которые мы нарисовали, собраны в один объект, как видите. Поэтому давайте их разделим. Переходим в режим редактирования. Нажмите P, чтобы вызвать меню Separate. И в нем выберите By Loose Parts. И все части разделятся на отдельные объекты. Как вы можете видеть это, например, здесь в Outliner. И также здесь в 3D окне просмотра. Чтобы лучше понимать, что это все отдельные объекты, перейдем в View Shading и в разделе Color включим Random. Теперь каждый объект имеет случайный цвет. Теперь мы должны позиционировать базовую сетку, но, как вы можете видеть, начальная точка каждого объекта все еще находится здесь, где она и была изначально. Чтобы изменить это, выберите все, правый клик мышью, перейдите к Set Origin, а затем установите Origin to Geometry. Теперь начальные точки вернутся к объектам. Теперь, так как мы редактируем все симметрично, я хочу отредактировать объекты здесь, в режиме объектов, и все на другой стороне также должно измениться. Но поскольку мы отделили все друг от друга, это больше не работает. Итак, что мне теперь делать? Удалим все с одной стороны. Также не забудьте о перекрывающих объектах в центре. Вот так. А теперь с положением 3D курсора внизу, если его там нет, нажмите Shift-C, добавим пустой объект Plane Axis. Назовем его Mirror. Выберите здесь один объект, перейдите в модификаторы, добавьте модификатор Mirror, а затем добавьте этот пустой объект. Теперь этот пустой объект будет использоваться здесь как ось зеркального отражения, но мы все еще можем перемещать и вращать объект вокруг его собственной точки. Теперь выделим здесь все остальные объекты. Убедитесь, что плечевая часть все еще активна. Она должна быть подсвечена, чтобы у нас был доступ к этому модификатору. И теперь нажмите Ctrl-L и выберите Copy Modifiers. Теперь из активного элемента все модификаторы будут скопированы во все другие выбранные объекты. И теперь все здесь по-прежнему отражено, и мы можем начать формировать детали, двигаясь дальше. И чтобы сделать этот процесс немного проще, вы можете, активировав инструмент Move, изменить ориентацию перемещения на Local, чтобы увидеть локальную ось каждого объекта. И если вы хотите изменить начало координат или ориентацию оси, вы можете перейти в Options, включить Origin в Effect Only, а затем, например, переместить это в нужное место, повернуть ось, а потом отключить это, чтобы упростить перемещение. Или если это слишком долго для вас, вы также можете переключиться здесь, в Pivot Point на 3D курсор. Затем с помощью Shift и правого клика мыши переместите куда-нибудь 3D курсор, и теперь, как вы можете видеть, гизмо трансформации будет помещено в это положение, что также может немного облегчить перемещение объектов.
Окей, теперь давайте приведем в порядок этот базовый меш, трансформируя все объекты и разместив их в правильном положении. Для некоторых объектов уменьшите их размер, например, рога или пальцы ног, и отредактируйте все до тех пор, пока все не будет выглядеть красиво. Кстати, поскольку мы позже снова объединим большинство объектов вместе, я сохранил работу и не переименовал все эти объекты в Outliner. Итак, это финальная базовая сетка. Теперь она выглядит намного лучше, как вы можете видеть. И вот, наконец, мы готовы приступить к лепке. И для этого нам нужно немного подкорректировать меши. Во-первых, у нас все еще включены модификаторы Mirror. И для всех частей, которые находятся здесь в центре и не отражаются на другой стороне, они нам не нужны. Итак, давайте выделим все это в центре. Нажмите Ctrl-A и выберите Visual Geometry to Mesh. Это применит все модификаторы для всех выбранных объектов. Однако, для этих объектов сбоку мы оставляем модификатор Mirror включенным. Теперь, после того, как мы добавим первый слой скульптуры, мы все еще сможем перемещать его и при необходимости расположить существо немного по-другому. Кстати, давайте переключим центр оси на Medium Point. Теперь гизма появляется на объектах. Только для всех частей в центре мы будем использовать функцию симметрии в Sculpt Mode. Однако вы можете видеть, что начало координат теперь установлено здесь, а ориентация в этом направлении. Это означает, что это будет ось зеркального отражения в режиме скульптинга, которая не находится в центре. Итак, давайте выделим все эти объекты. Еще раз нажмите правой кнопкой мыши или, чтобы выбрать Set Origin, Origin to Geometry, а чтобы исправить ориентацию, нажмите Ctrl-A и нажмите Применить вращение. Теперь ориентация локальной оси этих объектов совмещена с глобальной осью. Итак, есть еще одна вещь, о которой нам нужно позаботиться. Если я нажму N, мы увидим, что для некоторых из этих объектов значения масштаба не равны 1,1,1. Это значит, что если я сильно растяну это и переключусь в режим скульптинга, сначала мы получим это предупреждающее сообщение здесь. Еще вы также можете заметить, что моя кисть тоже стала растянутой. Это означает, что эти значения масштаба будут влиять не только на масштаб объекта, но и на все инструменты, которые мы будем использовать. И это в дальнейшем может привести к множеству проблем. Это означает, что нам нужно применить масштаб. Итак, мы говорим Blender. Все, что мы масштабировали здесь в Object Mode, теперь является новым масштабированием по умолчанию для всех этих объектов. Для этого выделите все, нажмите Ctrl-A и выберите «Применить масштаб». Теперь, как видите, масштаб сброшен на 1,1,1, и мы можем приступить к работе. На данном этапе я не хочу соединять все части вместе, а затем лепить на них. Я хочу иметь возможность немного перемещать их, чтобы поставить существо в нужную позу. Поэтому я оставлю все эти объекты раздельно, кроме тех частей, которые относятся к телу. Итак, давайте выделим их и нажмем Ctrl-J, чтобы объединить. Теперь они объединились в один объект. Однако они по-прежнему прилеплены друг к другу. Это означает, что нам нужно пересоздать сетку в режиме скульптинга. Для этого мы используем Voxel Remesher, который вы можете найти здесь или в настройках инструмента в разделе Remesh. Затем все, что нам нужно сделать, это изменить размер вокселя, а затем нажать Remesh. Однако мы должны проверить, насколько высокое или низкое разрешение мы хотим сделать для этого. В окне вьюпорта нажмите Shift-R, и мы увидим эту сетку. Теперь, перемещая указатели мыши, мы можем изменить разрешение. И для первого слоя скульптуры мы будем изменять только основные формы, не вдаваясь в детали. Итак, давайте оставим что-то вроде этого. Теперь кликните здесь или нажмите Ctrl-R, чтобы запустить Remesher. Теперь, как видите, все соединилось, и мы можем приступить к лепке. Давайте перейдем в рабочее пространство Sculpting, и здесь в Viewport Shading также включим Random для случайного цвета. Итак, я обычно использую две кисти. Кисть Clay Strips, которая позволяет нам быстро добавлять новую геометрию или аккуратно ее удалять, и кисть Grab, которую мы также можем включить с помощью G для захвата больших фрагментов геометрии. И независимо от того, какую кисть вы выбрали, вы можете, удерживая Shift, сглаживать геометрию. И это по сути то, чем я сейчас занимаюсь. Я также посматриваю референсы анатомии человека, которые помогают мне получить общее представление о различных формах, и я применяю это на каждой из этих частей. Кстати, я бы рекомендовал использовать одинаковое разрешение для всех объектов. Итак, давайте перейдем к Remesh, наведите указатель мыши над ним и нажмите Ctrl-C, чтобы скопировать значение. А теперь есть классная экспериментальная функция, позволяющая переключаться на разные объекты без переключения сначала в объектный режим, потом выбора какого-то объекта и переключения в режим скульптинга. Это работает только в Blender 2.9.3 Alpha или, возможно, будет в стабильной версии Blender 2.9.3, если они не перенесут этот инструмент на более позднюю версию. Но, возможно, это уже включено по
умолчанию. Если же вы используете более позднюю версию, чем 2.9.3, нажмите F4, а затем нажмите «Настройки». Затем перейдите в интерфейс, включите Developer Extras, далее идем в Experimental и включите Switch Object Operator. И теперь, если я переключусь в режим скульптинга, я могу навести указатель мыши на любой из этих объектов и нажать D, чтобы переключиться в режим скульптуры этого конкретного объекта, что очень быстро. Теперь давайте вставим значение, наведя указатель мыши на него. Нажмите Ctrl-V, а затем щелкните RMesh. И если вы хотите быстро сгладить весь объект, вы можете использовать здесь Mesh Filter. Измените его на Smooth, кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая где-нибудь, перемещать указатель мыши влево или вправо, чтобы сгладить это. И если эта часть теперь становится слишком маленькой, вы можете изменить ее на Inflate. Кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая, увеличьте это. Затем нажмите G для кисти Grab и измените это так, чтобы вся форма выглядела красиво. И одно небольшое примечание, так как у нас все еще включен модификатор Mirror, который позволяет нам перемещать это по-прежнему в режиме объекта, а также отражать изменения на другой стороне. Все, что мы лепим с одной стороны, в любом случае будет отражено с другой стороны. Так что здесь мы можем отключить X-симметрию. И, кстати, X-симметрия наверху — это объектно-зависимая настройка, поэтому если вы переключаетесь на другие объекты, это может быть снова включено. Так что не забудьте отключать это при необходимости. А теперь наслаждайтесь ускоренной съемкой, где я настраиваю все эти части на объекте. Ну вот, и это результат после первого слоя лепки. И, как видите, пока все относительно грубо. У меня здесь только основные формы и нет деталей, а разрешение все еще относительно низкое. Так вот, только когда у вас есть основные формы и они вас устраивают, нужно переходить к деталям. Затем я подготовил все, чтобы определить формы с более высоким разрешением. Для этого я добавил простой глаз, созданный с UV-сфер, с одним кольцом вокруг радужной оболочки, чтобы мы могли лучше понимать, куда смотрят глаза. И я использую тот же трюк с зеркальным отображением, что и для основного меша, используя модификатор Mirror и зеркальный пустой объект в центре нашей сцены. Затем я поместил глаз в нужное место и вылепил вокруг него базовые веки. После этого я заменил уродливые пальцы рук и ног на пальцы правильной формы. Для этого я создал ребро и
наложил на него модификатор Skin, который создает сетку вокруг ребра. Теперь, когда включен X-Ray, мы можем отрегулировать ребра и соответствующим образом придать форму пальцу. А с помощью модификатора Subsurf поверх этого я немного сглаживаю это так, чтобы это выглядело намного лучше. Выбрав одну или несколько вершин в режиме редактирования, мы можем нажать Ctrl-A и масштабировать сетку модификатора Skin вокруг вершин. С помощью трюка с модификатором Mirror, который мы использовали раньше, я отразил палец, а затем просто скопировал и продублировал его для всей руки и для пальцев ног. И теперь мы готовы продолжить лепить следующий слой с чуть более высоким разрешением. Сначала я соединяю верхнюю и нижнюю руку, а также верхнюю и нижнюю ноги. Ремешим их с чуть более высоким разрешением, а затем улучшим формы. Здесь, на ступнях, чтобы сгладить нижнюю часть, чтобы он смог стоять прямо на земле, я использовал инструмент Line Project, чтобы вырезать чистую прямую линию. Затем я добавил еще несколько деталей сверху, нажав M, активировав кисть Mask. И замаскировав нижнюю часть ступней, я изменил верхнюю часть ступни, не перемещая нижнюю часть, что очень удобно. В общем, кисть Draw Sharp – моя кисть, которую я предпочитаю при добавлении складок к телу, потому что она не сжимает геометрию, как кисть Crease. Конечно, в некоторых случаях кисть Crease также очень полезна. Опять же, мой источник примеров из PureRef был отличным ресурсом для поиска некоторых анатомических ссылок на существ, что помогло мне по ступням, кистям и рукам, и особенно ногам. Затем я быстро подкорректировал руку, и мы готовы соединить пальцы ног. Для этого я применил модификаторы пальцев ног, а затем соединил их с ногами и перестроил их с помощью Voxel Remesher. На этот раз снова с немного более высоким разрешением, чтобы добавить еще больше деталей. При работе с тонкими пальцами рук и ног нам особенно нужно более высокое разрешение. В противном случае мы можем потерять некоторые детали при смене сетки или даже некрасиво объединить геометрию близких линий. Поэтому всегда экспериментируйте с разрешением. Если оно слишком высокое или слишком низкое, просто отмените его, затем попробуйте другое разрешение и снова перестройте сетку. Окей, далее я добавил еще несколько деталей к ступням. Если вы считаете, что пальцы ног согнуты неправильно, вы можете добавить сюда быструю маску, переместив указатель мыши на кончик, нажать Shift-A, затем добавить сюда маску топологии вокруг пальца ноги, а затем использовать кисть Pose. Теперь, в зависимости от размера кисти, у нас будет эта линия. Если она слишком короткая, то увеличить ее можно, немного уменьшив масштаб. Теперь мы можем просто перемещать его, как если бы внутри была кость. Вы можете перемещать его вниз или вверх. И, конечно, вы также можете сделать линию короче, если хотите перемещать только кончик этого пальца. Разумеется, маска не позволит нам двигать другими пальцами ног, даже если они находятся в пределах досягаемости кисти. С помощью Alt-M вы можете снова снять маску. Намного больше о кисти Pose мы узнаем позже в этом видео. Да, и тот же рабочий процесс, который я использовал, также и для пальцев рук. Это означает, что я применил модификаторы пальцев, соединил их с руками, а затем перестроил их в сетку на более высокое разрешение и затем добавил детали. И это то, что у нас есть на данный момент. Выглядит уже довольно прилично. Теперь все сводится к полировке скульптуры, чтобы потом перейти к стадии ретопологии. Итак, я соединил руки и ноги с телом, затем снова все перестроил с чуть более высоким разрешением, а затем я начал полировать все до своего рода финальной стадии, за исключением добавления очень высоких деталей, таких как, например, детали кожи. Здесь я в основном использовал кисти Clay Strip, Draw Sharp и Smooth. В общем, ничего особенного. Это кисти, которыми я в основном пользуюсь постоянно. Затем я выделил различные части тела, как здесь. А потом я применил классный трюк, чтобы вытянуть все эти тонкие формы. Сначала я нарисовал тонкую маску кистью Mask вдоль нижней части тела. Затем с помощью Ctrl-I инвертировал маску. Это означает, что я могу воздействовать только на тонкую линию на теле. Затем кистью Grab я вытащил геометрию. С помощью Alt-M я снял маску. Затем, после некоторой доработки, я проделал то же самое со спиной существа. А здесь еще и кончик хвоста. И вот результат после этого этапа лепки. Для создания ногтей или когтей я добавил несколько наборов граней на кончики пальцев рук и ног в форме ногтей. Удерживая нажатой клавишу Shift, можно легко выпрямить края наборов граней, получив в результате эти красивые и правильные линии.
Теперь я хочу сгенерировать новую сетку из этих наборов граней, но поскольку все наборы граней имеют разный цвет, я не могу сделать все одновременно. И я не хочу разделять все эти ногти по отдельности. Итак, что мы можем сделать? Давайте наведем указатель мыши на тело в этом месте. И хотя это просто серый цвет по умолчанию, это тоже набор граней. Итак, мы можем нажать Shift-H, удерживая указатель мыши над телом, и весь набор граней будет скрыт, и мы сможем увидеть только ногти. А теперь, если зажму W, откроется круговое меню Face Set Edit. Наведите указатель мыши на Face Set From Visible и отпустите клавишу W. И теперь все видимые наборы граней будут объединены в один набор граней. Теперь давайте нажмем Alt-H, чтобы показать коллекцию тела. Теперь немного увеличим масштаб, затем нажмите Face Set и нажмите Extract Face Set. Теперь этой появившейся пипеткой кликните по одному из когтей, и это, как видите, сгенерирует новую сетку, и мы автоматически переключимся в режим объекта. Далее, если мы переключимся на модификаторы, вы увидите, что модификатор Solidify был добавлен. Здесь мы можем изменить толщину ногтей. Прежде всего, давайте изменим Offset на 0, чтобы он по сути находился на поверхности, а не внутри. А затем изменим Thickness примерно на 0,05, но они все еще выглядят немного странно. Край слишком острый. Поэтому давайте добавим еще один модификатор Smooth, и давайте установим повтор на 10 раз, чтобы получилось немного плавнее. И разрешение выглядит не очень хорошо, поэтому давайте добавим еще один модификатор Remesh, который также имеет эту опцию Voxel. Итак, давайте уменьшим размер вокселя примерно до 0,01, и теперь мы можем видеть, что это выглядит намного лучше. Теперь все, что нам нужно сделать с выбранными когтями, Ctrl-A и перейти к Visual Geometry to Mesh, чтобы применить все модификаторы. Теперь перейдем в режим скульптинга. В режиме лепки я снова применил Remesh, так как посчитал, что разрешение достаточно высокое. Затем я использовал Mesh фильтр с опцией Smooth, чтобы сгладить их еще больше и еще немного сжать. Затем я использовал кисть Grab и изменил Fall Off на Sharp. Так я смогу вытянуть эти острые кончики когтей. Затем я подправил верхнюю часть когтей, чтобы они лучше входили в палец. С помощью кисти Smooth я немного скорректировал форму и сделал ее немного меньше. Затем я использовал ту же технику для когтей на ногах, как видите. Опять же, я не стремлюсь добавлять последний уровень детализации ногтям, просто основные формы должны быть на своих местах. Теперь пришло время добавить первый уровень детализации рогам. В основном я немного скорректировал форму и нарисовал резкую линию вокруг рогов. Опять же, здесь я использую свой референс как источник вдохновения для рогов, а самые мелкие детали я добавлю позже. После этого я добавил первый слой деталей к клюву. Сначала я добавил несколько линий кистью Clay Strip и немного сгладил их, чтобы придать им более грубый вид. С помощью кисти Grab и включенного резкого Fall Off я добавил эти формы, похожие на зубы, а потом добавил отверстие для ноздрей. И я понял, что мне не слишком нравится форма клюва. Поэтому я вернул Fall Off кисти Grab на сглаженный и снова скорректировал некоторые более крупные формы, что полностью меня устроило. После этого я аналогичным образом скорректировал нижний клюв и немного изменил линию вокруг клюва на голове. После некоторых последних корректировок тела я переименовал все объекты в Outliner. Так я точно буду знать, что это за объект. И вот теперь это окончательный результат, прежде чем мы перейдем к стадии ретопологии. Как видите, каждая форма в значительной степени определена, поэтому мы больше не будем вносить серьезных изменений. Однако отсутствуют очень мелкие детали, которые мы добавим после этапа ретопологии. Пришло время ретопологии. Здесь у нас есть скульптурная сетка с довольно высоким разрешением, и топология, то есть поток сетки, не идеален. Это означает, что теперь мы должны отследить геометрию с помощью сетки с гораздо меньшим разрешением и с хорошей топологией. Этот шаг обычно необходим для создания правильной сетки, которую впоследствии можно будет текстурировать, сделать риггинг и анимировать. В нашем случае мы собираемся создать статическую скульптуру, так что ретопология не обязательный шаг. Однако мне все же нужна ретопология сетки для двух вещей. Во-первых, я хочу использовать модификатор Multi-Resolution, чтобы добавить высокую детализацию. Для этого правильная топология на основе квадратов дает гораздо лучший результат с чистой гладкой поверхностью. И во-вторых, позже я собираюсь использовать кисть Pose, чтобы выставить позу существа. И поскольку сетка ретопа будет иметь гораздо более низкое разрешение, мы можем отключить модификатор Multi-Resolution со всей высокой детализацией, быстро и плавно позиционировать модель с низким разрешением без медленного просмотра, а затем снова включить все детали, и у нас будет красивая детализация и позиционированное существо.
Теперь о ретопологии. Ну, есть ручной рабочий процесс, однако этот рабочий процесс очень трудоемкий, который некоторые люди ненавидят, а некоторые любят. Я скорее люблю. Тем не менее, он в основном используется, когда вы хотите создать качественную сетку для продакшена. Однако, поскольку здесь нам не нужно создавать модель для производства, а нужна скорее эстетическая высококачественная скульптура, нам не нужна идеальная ретопология. Итак, я решил ускорить весь процесс примерно в 1 000 000 раз с помощью инструмента автоматического ретопирования. В общем, если вас интересует рабочий процесс ручной ретопологии, ознакомьтесь с моим курсом по скульптингу в Blender. Там я очень скоро добавлю полную главу по этой теме. Или же, если вы хотите увидеть несколько бесплатных видео на эту тему здесь, на YouTube, дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Итак, какие у нас есть инструменты авторитопологии? Прежде всего, Blender поставляется с бесплатным Quadriflow Remesh. Это иногда срабатывает, но в большинстве случаев не совсем так, как вы можете видеть здесь. В качестве хорошей, быстрой и бесплатной альтернативы я бы порекомендовал этот автономный инструмент Instant Meshes. Ссылку для бесплатной загрузки можно найти в описании этого видео. Он действительно хорош. Вы должны экспортировать свою модель и повторно импортировать ее в Blender, но в целом получается довольно хороший результат. В интернете есть несколько учебных пособий, поэтому мы не будем здесь останавливаться на этом. Вместо Instant Meshes я использовал, вероятно, лучший аддон авторитопологии, который в настоящее время доступен для Blender. Это QuadRemesher. К сожалению, это платное дополнение, однако, на мой взгляд, оно того стоит, особенно когда вы думаете о том, сколько времени это может вам сэкономить, и вы не сможете выиграть время никакими деньгами в мире. Так что да, на сайте есть разные варианты для коммерческого и личного использования с разными ценами, и если вы не уверены, что этот инструмент вам нужен, есть также бесплатная пробная версия, чтобы протестировать его. Ссылка на него в описании этого видео. Этот инструмент позволяет создавать более чем прилично выглядящую сетку ретопа практически одним щелчком мыши. С уже установленным аддоном выберите сетку, которую вы хотите перестроить, откройте боковую панель с помощью N, перейдите на вкладку QuadRemesh и просто включите X-симметрию, чтобы получить симметричную сетку. А затем найдите Quad Count, что означает окончательный poly-count, который должна иметь новая сетка. Здесь я обычно начинаю со значения по умолчанию 5000, и если результат слишком высокий или слишком низкий, я отменяю его, а затем изменяю значение и снова создаю сетку. Однако в данном случае 5000 были идеальными. Итак, посмотрите на этот потрясающий результат. Это невероятно. Затем я проделывал то же самое со всеми остальными объектами, таким как клюв, рога, ногти, но на этот раз, конечно, с гораздо меньшим количеством квадратов, потому что объекты были намного меньше, и весь процесс, который вы делали бы вручную, мог занять бы у вас часы. Мне же потребовалось всего несколько секунд. Немыслимо. Итак, независимо от того, какой метод ретопологии вы используете, убедитесь, что у вас все еще есть оригинальная скульптурная сетка в вашей сцене. Если аддон ретопологии удаляет оригинальный скульптинг, проверьте, что у вас есть дубликат, поскольку он нам еще понадобится на следующем шаге для перепроецирования модификатора Multi-Res. Итак, теперь у нас есть коллекция с базовой скульптурой и одна коллекция с сеткой ретопом. Как видите, я не переделывал глаза, потому что просто хочу оставить их такими, какие они есть. При необходимости мы все равно могли бы заменить их позже, потому что нам не нужно никоим образом накладывать на них лепку. Итак, теперь я хочу добавить модификатор Multi-Res. Для этого кликаем по телу. Перейдите к модификаторам, добавьте модификатор Multi-Res, а затем нажмите кнопку Subdivide несколько раз. Пока сделаем это 4 раза, но позже я добавлю еще один уровень. Однако теперь вы можете видеть, что у нас все еще есть форма скульптуры, но выглядит она гораздо более гладкой. Таким образом мы теряем детализацию, которая была в исходной лепке. Вы можете увидеть это в прямом сравнении. Итак, вот что нам нужно сделать. Нужно перепроецировать эту новую сетку на старую скульптуру. И это мы можем сделать с помощью модификатора Shrink Wrap. Итак, давайте немного переместим это сюда и добавим модификатор Shrink Wrap. Теперь давайте откроем базовую коллекцию скульптур и нажмем на эту пипетку. И в нашем случае кликните на Body. Теперь, если я скрою здесь базовый скульпт, вы увидите, что модификатор Shrink Wrap обернул новую сетку вокруг старой. Теперь у нас есть хорошая детализация. Однако может случиться так, что у вас могут возникнуть такие глюки. И поэтому я бы порекомендовал изменить некоторые настройки здесь. В модификаторе Shrink Wrap. Прежде всего, Wrap метод измените на Project, чтобы стало еще хуже. Нет.
Вам просто нужно установить флажок Negative, чтобы сетка проецировалась в обоих направлениях, то есть в положительном и отрицательном. И это практически все, что вам нужно сделать. Теперь все должно выглядеть очень красиво. А теперь интересный трюк. Когда я перехожу в модификатор Shrink Wrap, а здесь нажимаю на эту стрелку и нажимаю «Применить», он не будет применяться к базовой сетке, однако вся деформация будет сохранена в модификаторе Multi-Res. Это означает, что если я отключу Multi-Res, исходная сетка ретопологии не изменится вообще. Тем не менее, у нас все еще есть вся детализация оригинальной лепки. И после этого, если я захочу, я могу просто удалить исходную лепку, а затем продолжить работать над этой сеткой здесь. Да, и тот же рабочий процесс для всех остальных мешей. Итак, сначала выберите клюв, добавьте модификатор Multi-Res, Subdivide 4 раза, затем добавьте модификатор Shrink Wrap, измените Wrap Method на Project, включите Negative и как Target используйте Big Top. Затем нажмите «Применить» и все. То же самое я быстро проделаю с другими объектами. Ну вот, теперь я все перепроецировал. Конечно, в этом случае я бы сейчас, наверное, переместил глаза в коллекцию ретопу. Выглядит это не так уж и жутко. Затем отключите базовую коллекцию скульптинга и удалите ее. Но я бы, конечно, сохранил резервную копию. И теперь мы можем продолжить добавлять детализацию к этой скульптуре. Итак, я детализирую первый слой. Для этого я оставил модификатор Multi-Res на 4 Subdivisions, и в основном я использовал кисть Grease и еще другие кисти, такие как Clay Strips и Grab, чтобы добавить более тонкие детали. Я просто использовал базовые кисти без каких-либо специальных настроек. Итак, в общем, я редактирую множество мелких складок тут и там, чтобы скульптура выглядела в более высоком разрешении. В качестве вдохновения здесь я снова использовал свой референс в PureRef. И поскольку это всего лишь очень творческий процесс, давайте посмотрим его на быстром таймлапсе. Итак, это результат, который у меня есть на данный момент. Но теперь я хочу пойти дальше. Это означает, что я выбрал здесь тело, и давайте еще добавим сабдивов Multi-Res, чтобы у нас было 5 уровней, потому что теперь я хочу добавить еще больше деталей, таких как, например, очень крошечные детали кожи. И для этого в одном случае я все еще использую кисть Draw Sharp, чтобы добавить такие крошечные и резкие складки. И еще я также использую две настройки для добавления деталей кожи. Первая и простая настройка. Давайте перейдем к кисти
кисти Draw, идем в настройки кисти и прежде всего давайте продублируем кисть, чтобы у нас остался оригинал, и назовем дубликат, например, Skin Jitter. Затем давайте перейдем к настройкам кисти Stroke и просто увеличим Jitter. Если хотите, вы также можете включить здесь чувствительность Pressure, чтобы при рисовании пером можно было определить, какой должен быть Jitter, когда вы нажимаете сильнее или слабее на графическом планшете. И теперь, как вы можете видеть, он создает эти случайные точки. И это очень красиво, добавлять на поверхность какие-то детали кожи. А если вы хотите добавить точек побольше, вы можете увеличить их спейсинг здесь. Теперь, как видите, мы просто можем нарисовать несколько точек. И в зависимости от размера кисти вы можете сделать их больше или меньше. И если это все еще слишком много, вы всегда можете увеличить спейсинг. И это действительно здорово. Добавлять какие-то неровности то тут, то там на поверхности. С клювом я применил ту же технику, но перевернутую. Для этого вы можете удерживать Ctrl и инвертировать этот эффект, как видите. Вернемся к телу. Теперь я хочу добавить детали кожи с помощью текстурной кисти. Для этого вернемся к кисти Draw и также продублируем ее. Назовем ее просто Skin. Спускаемся в Texture. Кликните на New. Назовем это тоже Skin. А чтобы добавить текстуру, нажмите вот на эту кнопку, а затем нажмите «Открыть». Теперь перейдите к своим кистям для лепки. Их, кстати, вы можете скачать в нашем разделе ресурсов, на который вы можете подписаться бесплатно. Ссылка внизу в описании видео. Для регистрации вам понадобится только email. Итак, здесь у нас есть эта простая кисть Skin Brush. По сути, это просто черно-белая текстура кожи рептилии. Нажимаем Open. Далее вернемся к настройкам кисти. И здесь давайте изменим кое-что. Прежде всего давайте изменим Mapping на Area Plane. Таким образом, это по сути похоже на настройку кисти по нормали от поверхности. Таким образом, мы не получим никакого странного растяжения. Затем я также включаю Random, при котором с каждой точкой мазком текстура будет вращаться случайным образом. Итак, теперь мы можем здесь рисовать и добавлять случайные детали кожи. Однако, если вам кажется, что это слишком, вы можете снова вернуться к Stroke и просто увеличить спейсинг. Теперь между каждой точкой будет небольшой промежуток. Конечно, не такой уж и большой. Должно быть что-то вроде этого. И, конечно, мы можем немного уменьшить силу. И, кстати, когда вы увеличиваете и уменьшаете масштаб и хотите, чтобы кисть оставалась того же размера, независимо от того, рисуете вы отсюда или отсюда, детали кожи всегда должны выглядеть одинаково. Для этого просто переключите Radius Unit на Scene. Теперь, как вы можете видеть, кисть будет масштабироваться в зависимости от того, насколько я близко или далеко от скульптуры. И теперь я могу просто добавлять детали кожи, переключиться на кисть Jitter и добавлять эти случайные точки. И как уже упоминалось, кисть Draw Sharp для добавления этих крошечных складок. И если кисть Draw Sharp немного медленная, вы можете перейти в Spacing, под Stroke и немного увеличить ее. И чем выше вы поднимете, тем более плавным будет штрих, потому что будет меньше точек, которые нужно вычислить Blender. Конечно, если вы зайдете слишком далеко, то в какой-то момент вы можете увидеть здесь этот пунктирный эффект, который не так хорош. Итак, поэкспериментируйте и выберите то, что вам подходит. Но чем выше значение, тем более плавным будет штрих. Окей, а теперь давайте посмотрим, как я добавляю эти детали.
Да, и теперь, как вы можете видеть, это результат с очень высокой детализацией. Теперь у нас есть эти красивые детали кожи и маленькие складки и неровности повсюду. Итак, этап лепки завершен, однако существо по-прежнему стоит в такой позе, что я хочу поставить его более естественно. Конечно, мы могли бы добавить новую систему арматуры с костями и привязать сетку с костями, а затем расположить ее, что, конечно, даст нам немного больше гибкости, однако этот процесс может занять длительное время. Поэтому в нашем случае я буду использовать кисть Pose. Но прежде чем мы сможем использовать ее должным образом, нам нужно будет добавить несколько наборов граней. И прежде чем мы это сделаем, давайте быстро переключимся на вкладку Layout и немного подправим здесь модель. Как видите, я выбираю это тело. Это существо у нас почти 8 метров в высоту, что на самом деле очень много. И я хочу, чтобы это существо было примерно человеческого размера. Поэтому давайте уменьшим масштаб, чтобы избежать проблем в будущем. Всегда приятно работать с реальными размерами, особенно если вы планируете использовать какие-либо симуляции, модификаторы и тому подобное. Это всегда способствует избежать проблем в будущем. И для позирования позже в режиме скульптинга необходимо будет объединить все объекты в одну сетку. Прежде всего, посмотрим на глаза. Мы все еще используем модификатор зеркала. Применим это. И давайте избавимся от этого модификатора Subsurf. Теперь выделим все эти объекты. Также когти и шифтом выберем тело. И поскольку все эти объекты за исключением глаз в данном случае используют модификатор Multi-Res с одним и тем же сабдивом, то объединение этих объектов не является проблемой. Итак, давайте нажмем Ctrl-J, чтобы объединить их. И как видите, у нас все еще есть вся детализация на всех объектах. Теперь давайте нажмем S, чтобы уменьшить масштаб. И давайте следить за размером Z, чтобы у нас было что-то около 2 метров. Теперь в окне Front переместим его сюда. Как-то так, чтобы он стоял на этой красной оси. А в окне сбоку давайте немного сдвинем его вперед. Теперь давайте сбросим исходную точку, которая сейчас находится в центре нашей сцены. Убедитесь, что 3D курсор находится здесь. Если нет, нажмите Shift-C, а затем кликните правой кнопкой мыши Set Origin to 3D курсор. Масштаб здесь все еще неправильный, поэтому нажмите Ctrl-A и примените масштаб. И теперь мы готовы приступить к подготовке позирования. Для этого перейдем в рабочую область Sculpting. Ой, посмотрите, какое крошечное и маленькое существо. Нет, на самом деле он 2 метра в высоту. Он все еще довольно большой. И, конечно, мы не хотим позировать существо с включенным высоким разрешением. Вы можете видеть, что кисть движется с задержкой, поэтому отключим модификатор Multi-Res. Так будет лучше. А теперь нам нужно нарисовать несколько наборов граней, чтобы определить различные части тела. Для этого нажмите на инструмент Face Set. Зажмите на нем левую кнопку мыши, а затем выберите инструмент Lasso Face Set. Здесь у меня X-симметрия включена, а здесь убедитесь, что Front Face Only отключен. И теперь мы можем просто обводить этим лассо вокруг разных областей, чтобы создать эти разные наборы граней. Итак, прежде всего, давайте сделаем здесь несколько грубых наборов граней. Затем, если вы хотите немного подправить это, перейдите к инструменту Face Set. Затем наведите указатель мыши на эту серую область. Удерживаем Ctrl и затем вводим мышью по этой серой области. Вот так. Так мы можем стереть что-то из оранжевого набора граней. То же самое здесь, удерживая Ctrl над оранжевым, мы можем закрасить что-то подальше от синего. Затем давайте нарисуем один набор граней вокруг головы, потом еще один на шее. И, кстати, если вы случайно не хотите раскрасить другие наборы граней, как я уже сделал, вы можете нажать Shift-H и скрыть их. И теперь, как видите, мы можем легко добавлять дополнительные наборы граней, не создавая проблем. Да, и после того, как я нарисовал все наборы граней, вот что у меня получилось. Теперь перейдем к кисти Pose. И прежде всего, давайте изменим Rotation Origin на Face Set FK. И теперь при наведении курсора на один набор граней, внутри этого набора граней размещается своего рода кость. И поскольку мы не хотим симметрично размещать это существо, давайте отключим эту X-симметрию. И теперь, в зависимости от того, с какой стороны вы наводите указатель мыши, вы можете кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая ее, перемещать часть тела. Теперь вы видите, что ногти не двигаются вместе с рукой. Чтобы этого избежать, отключите здесь Connected Only. И теперь ногти будут двигаться вместе с рукой. Вы можете видеть, что в переходе с другим набором граней происходит сглаживание этой области. Если оно слишком сильно для вас, вы можете выключить Smooth Iterations. Теперь стало немного жестче. Кроме того, иногда, как видите, это не работает должным образом. В этом случае вам нужно убедиться, что вы находитесь в нужном месте на модели, чтобы это сработало.
сработало. А теперь, если я, например, кликну здесь, я могу переместить нижнюю часть руки, включая кисть. Если я подниму выше, я могу двигать плечом и так далее и тому подобное. И если этот способ позирования существа слишком ограничен для вас, вы можете также переключиться на Face Sets. И здесь у нас есть опция Pose IK Segments. В данном случае у меня 3 сегмента для руки. Теперь перейдем сюда, и вы можете видеть, что это создает костную цепочку по всей руке. И теперь, если я передвину это, вы увидите, что он движется как IK Rig, что довольно круто. Также это работает с другой стороны. И то же самое здесь с ногами. Это немного сложнее контролировать, так что я бы определенно рекомендовал время от времени использовать опцию Face Set FK, чтобы настроить все немного лучше. Что касается хвоста, мы, конечно же, не хотим резких изгибов. Что мы можем сделать? Давайте, конечно же, вернемся к опции Face Set IK. И у нас есть 1, 2, 3, 4, 5 частей. Итак, давайте увеличим это число до 5 IK сегментов. И теперь, если я пойду сюда, чтобы выбрать нужную часть, обязательно немного уменьшите масштаб кисти. Тогда все должно сработать. И теперь, как видите, изгиб довольно резкий. В таком случае немного увеличьте плавность итерации. Давайте, например, попробуем 10. Это все еще недостаточно гладко, поэтому давайте скажем 20. И, как видите, это уже выглядит неплохо. Это не идеально, но таким образом мы можем легко позировать более органичную форму. Да, и вот окончательный результат, который я получил после позирования. Затем, конечно, мы можем снова включить модификатор Multi-Res. И если вы хотите оставаться в Sculpting Mode и Face Sets подходят, но вы не хотите их удалять, тогда вы можете перейти сюда в Viewport Overlays и отключить Face Sets. Или, если хотите, вы также можете просто уменьшить здесь непрозрачность. Итак, ребята, это финальный скульптинг существа. На мой взгляд, выглядит довольно прилично по сравнению с нашей самой первой базовой сеткой. И, кстати, если мы увеличим масштаб, мы все еще сможем увидеть отдельные грани. Поэтому с помощью A выберите все, щелкните правой кнопкой мыши и скажите Shade Smooth. Так выглядит намного лучше. Когда я закончил лепить, я решил, что было бы круто поэкспериментировать и дать этому существу маленькую куртку, которую я создал здесь. И хотя это был всего лишь тест, он мне так понравился, что я просто сохранил его. Я не хочу вдаваться в подробности того, как я это создал, но проведу лишь краткий обзор. Давайте отключим здесь все модификаторы. По сути, это просто извлеченный набор граней. То же, что и с тканью. Затем в режиме скульптинга я нарисовал несколько наборов граней на швах. Затем использовал Close Filter и тип фильтра Inflate. Здесь я установил для параметров Auto-Masking значение Face Sets. А потом я мог бы сделать всю куртку толще, не затрагивая другие наборы граней. И это я сделал с модификатором Multi-Res. Затем я нарисовал еще несколько складок здесь и там. В режиме объекта модификатор Solidify, а после этого модификатор Subsurf. И это выглядело вот так. Затем я добавил простую молнию, используя кривую. И вот эту маленькую вещь, которую я быстро смоделировал. Что ж, теперь вы знаете, как создавать скульптуры с высоким разрешением в Blender. Итак, леди и джентльмены, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, поставьте лайк, подпишитесь на канал и кликните в колокольчик, если не хотите пропустить следующее видео. Если вы что-то создали по этому видео, поделитесь им с нами в социальных сетях или в комментариях ниже. Мне бы очень хотелось увидеть то, что вы создаете. Все ссылки внизу в описании видео. Помните, что вы можете загрузить файлы проекта с этого видео, а также наш регулярно обновляемый Blender Shortcut PDF в разделе ресурсов на cgboost.com ресурс. Для регистрации требуется email. И если это было для вас слишком сложно, то в настоящее время я обновляю свой курс по скульптингу в Blender, который научит вас всему важному в скульптинге в Blender. Это означает, что для начала работы с Blender не требуется никаких знаний в области скульптинга. Он уже включает в себя полное введение. Не все еще полностью обновлено, но в ближайшие недели и месяцы я добавлю гораздо больше контента. Ссылка на курс находится внизу в описании видео. Вот и все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в одном из моих следующих видео. До новых встреч!